Пирог с вареньем – это классика. Повторяя этот рецепт из раза в раз, всегда получается идеальный результат. Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Вы знаете, существуют рецепты, которые хочется дополнить, улучшить вкус или видоизменить. Тертый пирог в этот список не входит, он всегда получается нежный, воздушный и готовится элементарно просто. Тертый пирог, венское печенье. Звучит одинаково вкусно, не правда ли? Кто из вас знает главные отличия в этих рецептах? Напишите прямо сейчас в комментариях. Одно яйцо из холодильника разбиваем в миску. К нему добавляем 2 столовые ложки густой сметаны или кефира, можно взять йогурт. Если этот ингредиент жиже, то нужно будет добавить меньше. Количество сахара по вкусу. Здесь отмерено 100 граммов, что в ложках равно 4. Немного соли и 5 граммов – это чайная ложка ванильного сахара. Размешиваем жидкую часть теста и пока убираем в сторону. Просеиваем 400 граммов муки. Мне удобнее собирать тесто прямо на столе. Можно использовать миску. Добавляем в муку чайную ложку разрыхлителя для теста. Если будете заменять содой, понадобится в 2 раза меньше и обязательно ее погасить. К сухим ингредиентам добавляем сливочное холодное масло в количестве 180 граммов. Растираем руками до образования более-менее равномерной крошки. Если масло будет мягче, соответственно и само тесто получится намного мягче, чем я покажу. Вливаем жидкую основу теста, быстро собираем крошку, месить тесто не нужно долго. От перегрева руками тесто получается только хуже. Все тесто визуально делим на 3 части, отрываем 1/3, которую заворачиваем в пакет и убираем в морозильную камеру для застывания. Тонкий слой теста быстрее охлаждается. 2/3 остального теста сразу распределяем по форме, образуя низ пирога, делая при этом небольшие бортики. Обычно варенье беру с кислинкой, чтобы оттенить сладость теста. В данном случае я варенье использую сладкое. Это варенье из инжира. Лучше брать густое, чтобы оно не вытекало, а если слишком жидкое, добавляйте крахмал. Слой варенья не толстый, примерно 4 столовые ложки, 350 граммов у меня ушло, на размер формы 29 на 20. Прошло 10 минут. Помните. От степени охлаждения теста зависит и верхний слой. Если хорошо заморожен, верхний слой будет более четкий. Если же меньше замораживали, то этот слой будет слегка расплывчатый. За 10 минут тесто не становится слишком твердым, но этого вполне достаточно, чтобы натереть на терке. Слой натертого теста также не толстый. Распределяем его с просветом, чтобы варенье, так сказать, дышало, и слой теста не поднимался, не вздувался. В горячую духовку при температуре 200 градусов ставим пирог и в зависимости от выбранной формы выпекаем до золотистого цвета. Спустя 40 минут пирог зарумянился, самое время его доставать. Выпечка в стеклянной форме всегда выпекается чуть дольше, поэтому обращайте на это внимание, потому как требуется еще нагрев дополнительно для стекла. Сразу нарезать его не будем, дадим просто немного времени, чтобы он остыл и варенье стабилизировалось, не растекалось. Пирог у нас уже почти остыл, конечно, не до конца, но думаю, самое время посыпать его сахарной пудрой. По всему дому разошелся аромат песочного ванильного теста. Нежное тесто. Оно не рассыпчатое, но достаточно ломкое. Пирог тает во рту. Вкусно, сладко. Всегда получается идеально. Как видите, приготовить классический тертый пирог не составит труда. Тесто получается песочное, при этом воздушное, насколько это возможно. Советую и вам приготовить сегодня такой пирог. Еще один интересный рецепт чая вы можете посмотреть на нашем канале, ссылку на который вы видите прямо сейчас на экране. Удачного приготовления!